Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, я сейчас заранее прочекиваю, что у нас тут по звездочетам. Так, ну в принципе, кстати, неплохие звездочеты. Это алтарь называется. Звездочет, или может на темной звезде сыграть. Ладно, я пока вот выберу темную звезду, а там посмотрим, что будет идти, и, соответственно, будем от этого отталкиваться. Поэтому все присаживаемся поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться на мой канал, кто этого не сделал, также подписываемся на мой телеграм-канал. Ребят, максимально проявляем активность. Я задаю вопросики, отвечайте на них, не стесняйтесь, но все-таки ж мне нужен ваш фидбэк, потому что вопросов много. Ну, ответов, к сожалению, маловато. И спасибо, ребят, за лайки, сразу вам говорю, потому что после того, как я обратился с тем, скажем так, с маленькой жалобой о том, что мало лайков, стало намного больше лайков. Поэтому огромное спасибо вам, ребят, за лайки. Вот. Так, скорее всего, я сделаю вот такую вот сейчас сборочку себе, потому что что-то миперы неплохо пошли. Но я пока загадывать наперед не буду, на чем я буду играть. Я, на самом деле, лучше, наверное, оттолкнусь от того, что будет идти, а потом уже буду как бы докидывать к этой сборочке в свою идею. Поэтому сегодня будет импровизация у нас. Конечно, 2 талона выпало. Это, ну, вкусно 2 талона смотрится, но не хочу. Вот, кстати, лук плюс плащ выпал. Может, реально на звездочетах катнуть? Velvet, хорошо. Вот, ребят, кстати, если вам падает изначально реликты, то не стесняйтесь их ставить, потому что реликты — это, по сути, экономия и повышение вашей экономики. Короче, ну, реликты — это топчик на старте. Не самый лучший, конечно, но довольно-таки хорошие реликты, особенно если они жестко апаются и хорошо приходят, потому что вы их можете очень рано пособирать в 3 звезды, и, по сути, они вам сделают такой оптимальный старт. И, может, даже и шикарный старт вам сделают. Поэтому не стесняйтесь их брать. Берите, берите и еще раз берите. Кстати, а если бы я взял талона в предыдущем раунде, он бы у меня уже был бы в 2 звезды. На самом деле, талон. Так, что у нас тут? Сейчас, секундочку. Тропа войны. Я возьму тропу войны. Теперь самое главное — не откисать жестко. Самое главное реально сейчас тупо не откисать. О, Джакс 2 звезды! Вот это я понимаю подгончик. Так, темная звезда отменяется у нас сегодня, поэтому включается у нас звездочеты через керри Шаю. Ну, будем их брать. В общем, ну, на самом деле, ну, вообще шикарно, если честно. Шикарно, потому что, во-первых, у меня есть ярость Кракена, а самые лучшие предметы под Шаю — это 2 ярости Кракена и, соответственно, красное усиление. С помощью таких предметов Шая выдает максимальный урон. Но я, на самом деле, скептически к этому отношусь. Мне кажется, она, ну, не совсем прям максимальный урон выдает. Я думаю, что можно и больше разогнать, в зависимости, какие аугментации там, соответственно, приходят. Ну, короче, 2 ярости Кракена плюс красное усиление, на самом деле, это очень хорошие и сильные предметы. И их часто берут, соответственно, на Шая. Шая, она еще бьет массово. С помощью, когда она активирует свою ультимативную способность, она, во-первых, начинает быстрее бить, во-вторых, она накидывает перья, в-третьих, эти перья бьют массово. Потом она все эти перья к себе притягивает и наносит нормального такое количество урона. Плюс это красное усиление работает, постоянный поджог, плюс 2 ярости Кракена очень быстро стакаются под ее способности. В общем, герой классный. Ну, кстати, может выйти из экономики? Рольнул халявно. А может усилиться еще, Тиму в 2 звезды, обалдеть. Можно вот так сделать. Вот так сделать. Я усилюсь, потому что у меня аугментация тропа войны, я буду за нее получать всякие вкусные приколюшечки. Поэтому надо выигрывать, нанесу 80 урона, то будет четко. Самое главное, реально, это просто выигрывать. Надеюсь, у меня получится реализовать эту аугментацию, потому что будет обидно, если я не смогу реализовать эту аугментацию, и будет все. GG. Там у меня еще была аугментация Ясный Ум, тоже классная такая аугментация. Когда у вас героев нету на скамейке, вы получаете дополнительно 3 опыта, и можно спокойно и быстро идти в уровень, соответственно. Но это ее нужно брать только в том случае, если у вас в целом неплохой стол, потому что по сути, если вам будут падать нужные фигуры, и они будут находиться на скамейке, то, ну, такое себе. А продавать их, ну, как бы жалко. Вот, допустим, вам упало 2 Самиры, и 1 Самиру вы такие, ну, блин, придется продать, потому что у меня аугментация. Ну, конечно, можно этого и не делать, и пойти в уровень. Боже, я хочу вам немножечко пожаловаться, ребят. Ну, я просто сейчас с вами вот разговариваю, да?
А фоном у меня сверчки так орут. Невменяемо просто. У меня реально, я вот когда ложусь засыпать, я просто вместо того, чтобы спокойно там почитать книжечку перед сном там или что-нибудь еще, у меня просто вся голова в этих сверчках. Они 24/7 гудят. Засыпать с ними одно удовольствие. Не передать словами. Какое удовольствие. В общем, по поводу текущих звездочетов. Называется алтарь. Это аугментация. Ой, аугментация. Эта синергия называется алтарь. Напомню, что звездочеты в каждой игре, они всегда разные. Соответственно, разные бонусы дают и тому подобное и так далее. Я считаю, что эта синергия не совсем уж и сильная, но она дает дополнительный бонус к ХП и к скорости атаки. В принципе, приятный такой бонус. В принципе. Но мне кажется, звездочеты на эмблемы самые сильные. И звездочеты, которые дают постоянное усиление, там каждые 2 секунды вы получаете силу атаки, силу умения. Вот такие вот звездочеты, мне кажется, самые сильные в целом. Потому что вот этот вот звездочеты, которые под сегментом алтарь, ну, такое себе, если честно. Вот я, кстати, возьму 50 золота. Кстати, бог Аурелион Сол. Что у нас тут? У меня перчатка. Ну, хочется взять лук, если честно. Но да, я возьму лук, потому что мне нужен лук-плащ, и мне еще 2 лука нужно сверху. В общем, вот этот вот бог, Аурелион Сол, если мы в конечном итоге выберем его сторону, да, то, соответственно, в конечном итоге он нам предложит выбор из 3 заданий, грубо говоря, да, там, пережить 8 раундов, и, соответственно, все неуникальные способности, все неуникальные синергии повысятся на 1 уровень. То есть, допустим, у меня 2 несокрушимых стоит, а будет 3 несокрушимых через 8 раундов. У меня, допустим, там, не знаю, мародеров 1 станет через 1 раунд 2 мародера. То есть, у него такие прикольные бафы в конце, в лейт-стадии. И они довольно-таки сильные. И это сильно раскрывается, когда, допустим, у вас есть миперы, у вас есть эмблема миперов, и он вам выпадает, вы, соответственно, выбираете его сторону. И когда вы выберете его сторону, то вы в целом можете с одной эмблемой сделать себе 10 миперов. Такой сильный бог, но вариативный. И тоже, есть такой вот момент, что вы можете 8 раундов не пережить, потому что игра в лейт-стадии, она уже очень быстро заканчивается. Нужно вот брать, знаете, на свой страх и риск. Вот. По поводу танков в этой сборке. Танков у меня будет там целых несколько. Там у меня и там Кенч, и Маукай, и Нуну. То есть танков у меня там предостаточное количество. О, хорошо. Не, ну очень хорошо идет. Хочется в экономику, конечно, выйти. 1 раунд я проиграл, к сожалению, но ничего страшного. Скажем так, это моя жертва на эту игру. Что я буду побеждать. Вот. Кстати, из-за звездочетов Лулу постоянно меняет свои вот эти вот метеоритики, можно назвать их. Поэтому там каждый раз метеориты дают что-то новенькое. Где-то микростан, где-то дополнительный урон и так далее. А, у него поднятие уровня в одиночку. Я думаю, фига ли у него талон стоит. Сразу на аугментацию не посмотрел. Ого. Вот я на стриме говорил о том, что талон в 2 звезды с аугментацией на поднятие уровня в одиночку — это жесткий перец, который... Ну, смотри, как он наваливает. У меня, конечно, нет адекватных кири. Возможно, с адекватным кири бы я его бы снес, но он нормально наваливает. Он и хилится, и дамажит хорошо. Ну, такой... Герой со звездочкой. Причем он на всех ну, на всех яд. Киндред? 2-7 стадия мне падает Киндред? Ты серьезно? Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Стадия 2-7 мне пришел Киндред. Может, ты мне теперь шаю дашь? Охренеть. Не, ну это походу будет моя игра. У меня теперь появился ранний Кири, а если мне сейчас выпадет еще и плащ и 2 лука, то я вообще описываюсь от счастья. 2 лука не упало, ну да ладно. Больно-то и хотелось. А на самом деле, ну, можно было бы, чтобы и упало. У меня было бы классно. Ну ладно. Ладно, ничего страшного. Я, в принципе, могу сделать грань бесконечной, здесь закинуть его в Киндреда, и это будет нормально.
Ого. Ну, там уже у типов сильные столы. Но у меня тоже как бы сильно, ты шо? Киндред рано пришел. Там, кстати, чел через Джакса будет играть, Темная Звезда будет здесь. Типы будут играть через Реликтов плюс Керри Джинкс. Вот я пытался записывать вот эту вот сборку Реликты плюс Керри Джинкс. И на самом деле я немножко в шоке. Почему? Потому что я не знаю, как типы ее реализовывают. На нее конкуренция лютейшая. То есть я вот начинаю играть. И как минимум 3-4 типа играют на этих Реликтах плюс Джинкс. Не знаю, насколько жестко должно идти, чтобы ты мог выиграть эту игру. И как по мне, именно так играть, ну, не очень. Ну, не, ну, может быть и очень, если ты, конечно, на жестком темпе будешь. Вот я попробую как-то записать эту сборку и показать им эту сборку. Но она мне не особо понравилась. Она, типа, если ты на темпе жестком будешь и жестко будешь быстро усиливаться, то ты будешь кайфовать. Но если ты не жестко усиливаешься и все такое, то ты кайфовать не будешь от этой сборки, от слова совсем. О, красное усиление, отлично. Кайфулечки, кайфулечки. Так, что даешь? Да ты прикинь. Да ты прикинь. Ладно. Сделаю облачение дух, хотя... Ну да, я сделаю облачение духов. Ну, чтобы просто хоть как-то уже усилиться. Потому что мне надо побеждать. У меня аугментация не сработает, пока я 80 урона не нанесу вражеским тактикам. Так вот. Я как-то покажу вам эту сборку. Но не знаю, получится, не получится. Потому что она очень сложно реализуется. И я про нее расскажу более детально. Типа все плюсы и минусы этой сборки. Но самое главное, это что вы должны понять, это то, что на ней играть только на темпе. Только на темпе. Потому что если вы на темпе не будете играть, то в лейт-стадии появляются уже грозные типочки, которые, ну, не прощают. Они реально не прощают. Они наказывают. Еще как наказывают. Блин, как хорошо, что у меня Киндред. Если вы просто посмотрите. Мне сейчас Киндред, по сути, спас. Вот реально, по сути, меня Киндред спас. 5700 урона. Охренеть. Охренеть. Кайф. Это реально кайф. А можно мне придет ранняя шая? А? Пожалуйста. Ну, хочется. Мне бы, конечно, поставить звездочетов пораньше, чтобы у меня уже звездочеты стали адекватными. Потому что там же звездочеты... Нужно убивать... Ну, типа, там, короче, как это происходит. По поводу вот этой вот особенности звездочетов. Именно в этой игре. Нужно убивать вражеские фигуры, и чтобы ваши фигуры погибали. И тогда, когда настакается 60 из 60 стаков, ну, можно сказать, это жертвоприношение в алтарь, да? Вы получите... Ну, а что можно сказать? Так оно и есть в этом описании звездочетов. То, что приносит в жертву вражеских и своих героев, вы получаете там бонусные усиления в виде хп и скорости атаки потом. Но я считаю, что это не суперсильные звездочеты. Есть как бы посильнее. Ну, надо показать множество вариаций звездочетов. Вот, кстати, ребят, мне интересно ваше мнение по поводу того, что я показываю. Может быть, это... Вот, грубо говоря, смотрите, что я имею в виду. Сейчас. О, я возьму задание. 10 золота получу. Вот опять мне не падает то, что мне надо. Вот прикиньте. Короче, что я имею в виду? Я имею в виду то, что вот смотрите, в каждой игре звездочеты по-разному. И вот насколько вы относитесь к тому, что я по-разному вам покажу реализацию звездочетов. Вот, допустим, будет там 2-3 ролика подряд со звездочетами, но они все будут разные. Как вы к этому относитесь? Напишите в комментариях. Это важный момент, чтобы, знаете, я там, ну, как-то чередовал это все, как-то через некоторое время выкладывал ролик. Чтобы не было вот такой вот однотипности. Вот что я имею в виду. Вот. Ну, в целом, все как бы. Так, поставил сейчас себе 3 задиры. И чуть-чуть уровня уже покупаю. Давайте закончим это быстро. 3 задира дают скорость атаки. Даже вот, хорошо, успел. Успел. Так, ну тут мне надо, кстати, будет коготь дракона собирать против этого Джакса. Если он еще и рано соберет его в 3 звезды, это будет печально. Вообще, этот Джакс, он очень сильный. Я когда-то покажу вам реализацию этого Джакса. Возможно, даже и без звездочетов покажу. Но со звездочетами он прям хорошо будет раскрываться. Самое главное, какие звездочеты. Так что вот так вот. Что еще хотел сказать? А, у него еще моя шая.
Будет больно. Будет больно. Зато прикольно. Ладно. Ладно. Конкуренция, она будет всегда. Не, ну на самом деле то, что там один человек всего лишь играет на звездочетах, мне как-то вообще по барабану. Потому что он сейчас на 6 уровне будет ролиться, и все. Так что в целом мне по барабану, что он там будет делать. Мне самое главное взять 8, на 8 начать ролиться, найти себе шаю 2 звезды. Вот, вот моя цель. Все. И найти плащ. Мне очень нужен плащ. Дайте мне, пожалуйста, плащ. Плащ Бэтмена мне нужен. И я буду разваливать. Не, ну как же ранний Киндред спасает, вы просто посмотрите. Реально, если бы не ранний Киндред, у меня не было бы такого сильного стола. Да, я сейчас проиграю раунд, то все равно, типа, насколько Киндред меня выручает. Ранний Киндред. Это тупо кайф. Повезло так повезло. Мне еще от Рокса надо найти будет. Ладно, идем в уровень. 8 возьмем и начинаем ролиться. Жестко, активно ролиться. И вот, кстати, у меня в целом будет хорошая первая линия. И я буду докидывать снайперов к шае. Но если у меня первая линия будет не очень сильная, не очень крепкая, то, соответственно, я, наверное, буду докидывать больше первую линию. Ну, посмотрим по дамагу. Если дамаг будет хороший, то, соответственно, я не буду докидывать танков. И чтобы у меня первая линия жила. На самом деле, тут очень важно, чтобы ваши танки были крепкими. Потому что если танки будут не крепкими, это будет печально. А еще мне опять не выпал плащ. Это какой-то закон подлости, я отвечаю. Так, доспех Вармога сделаем. Один меч переделаем. О да, детка! О да! Хорошо. Хорошечно. Ладно, вместо дракона поставлю. Ну, в любом случае, мне дракон этот никак не нужен. Я типа поставил, подумал, что будет посильнее чуть-чуть, но нет. Вот, когда я нанесу 80 урона другим игрокам, ну, то есть в сумме нанесу 80 урона по другим игрокам, я получу сундук с дорогими наградами. Надеюсь, это будет очень вкусненько. Прикольная аугментация, правда, сложно реализовать. Но я думаю, у меня получится. Надеюсь на то, что получится. Верю в это. Держу за это кулачки. И вы держите кулачки за меня. О, каждая 5-я атака будет с чистого урона. Ну, я, кстати, возьму вот эту вот аугментацию. Каждая 5-я автоатака, это будет чистый урон. Там Кинч сюда, Рамус сюда. Шая. Ой, моя солнышко, ты моя зайка. Просто лучшая. Так, предметы в нее. Так. Шая. Маукай пойдет. Танк есть. Джакс. Ну-ну пришла. А продать никого не могу. Печалька. Заблокируем. Я сейчас потратил, конечно, все деньги. Я думаю, это ошибка. Надо было немножко потерпеть. У меня 58 хп. Но надеюсь, это не будет ошибкой. Вот посмотрю. И вот смотрите, как у меня сейчас шая будет разгоняться. Чтобы вы понимали, в чем прикол ярости Кракена. Ярость Кракена постоянно стакается. Каждый стак дает 3,5 силы атаки. А в конце дает еще, когда вы 15 стаков заработаете, скорость атаки. Плюс статы у этих ярости Кракена приятные. То есть, по сути, вы получаете до хрена. Много силы атаки, плюс красное усиление, оно поджигает. А мы помним, что шая бьет массово. Так, бабки сюда. Так, вместо талона ставим. Ну дай шаю, молю. Киндред мне не нужен. В свое время. Сона. Охренеть. Вот это прикол, так прикол. Может сделать уже грань бесконечности и закинуть в Киндреда, пусть будет. О, там Джин.
Вообще очень жестко, если у тебя есть лучезарный предмет, красное усиление, либо же ярость Кракена под шаю. Это очень сильный предмет. Жить! Нормально, только что куски оторвал так перьями. Я не знаю, каким образом я живу, отвечаю. Так. Крошечные дубликаторы или ХП. Я возьму ХП. Задание низкое здоровье. Плащ. Ну, мне надо плащ брать. Выбор без выбора. Берем плащ. Каменный доспех Гаргулии — это универсальный предмет под танка. Я бы даже сказал, тир-1 предмет под танка. Раст. Ну дай шаю, пожалуйста. Пожалуйста. Да! Хе-хе. Четко. Что делаем дальше? Дальше сделаем... Да, сделаем грань бесконечности все-таки. Ну да, делаем. Я просто задумался на секунду, понадобится ли оно мне. Ну, все-таки понадобится. В будущем 100% понадобится. Так, у меня еще, если что, звездочеты не настаканы. Когда они настакаются, они будут вот такого вот фиолетового цвета, и, соответственно, они будут чуть-чуть побольше. Ну, как там Джакс разгоняется, смотрите на него, ай-яй-яй. Но стадия 4-5, а у тебя только Джакс 2 звезды. Как же я тебя прекрасно понимаю, дорогой мой. Я тоже когда так пытался Джакса реализовать, он у меня почти на 5 стадии собрался. Да не почти, он на 5 стадии собрался. Так, четко берем. Все, у меня, видите, сейчас все звездочеты, они стали сильнее. А танка дашь? Кинреда даешь, понял. А танка? Понял, не дашь. Я хочу просто сейчас найти себе Нуну и там Кенчи в 2 звезды, потому что это мои танки. Скоро, кстати, у меня аугментация активируется. Тропа войны. В целом, я могу уже копить, в принципе, деньги и идти в уровень. По ХП норм, все норм. Реально могу просто копить деньги и идти в уровень. Что еще делать? Танки у меня в целом есть. Не знаю, мне хочется фиолки найти в 2 звезды. Хочется Нуну и там Кенчи 100% 2 звезды. Опа, бабки лутаем. Неплохо то, что Сона пришла. Еще бабки полутал. Нормально так я денег полутал. Просто 10 монет скосил за раунд. Хорош. Бабки еще. Но мне надо предметы. Ладно, возьму этот предмет. Ярость Кракена лишним не будет. Вот, теперь задание, видите? Я возьму... Вот 8 раундов. Вообще, вот это вот сильно, конечно. 8 раундов пожить. Я дохренище себе всего сделаю. Но только 8 раундов надо жить. Или лучше второе взять. Ладно, я третье возьму, покажу вам, что это. Что это такое. Если, конечно, 8 раундов мы все проживем. Короче, в чем суть? Сейчас. Через 8 раундов. Не сейчас, а через 8 раундов. Все неуникальные особенности, то есть синергии, увеличится на 1. То есть это будет плюс 1 снайпер, плюс 1 дебошир, плюс 1 несокрушимый. То есть это будет прям круто. Очень круто. Я сейчас, наверное, буду идти реально в деньги. Типа, ну, сделал там, Кенч себе сделал. Ну, не сделал, конечно. Ну, Шен есть. Еще 2 хп надо снести противнику. Получу какую-то жесткую награду. Посмотрим, насколько она жесткая. И стоит ли она этих нервов. Если Джин выпадет, вообще имба будет. Реально, если у меня сейчас будет плотная стенка, то я, скорее всего, буду себе просто снайперов докидывать. Притом мне надо будет сколько? У меня будет 100% Джин, это уже 2 снайпера. С заданием Аурелион Соло у меня будет, получается, 3 снайпера. Мне одного снайпера надо будет докинуть. Топчик. Да, я думаю, так и сделать. Почему нет? По-моему, я здесь сдох. А не, выжил. Прикиньте. Я не шутила, когда говорила, что смогу сделать любого
Ну идет. Опа. 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 А нормальные такие награды. Возьму цепь вышибалы. И возьму еще броню. Атаковать дважды, хорошо. Так, Шена мы оставляем. И... Но хотелось бы, конечно, Рамоса докинуть, чтобы у меня было 4 несокрушимых. Хотелось бы. Я, наверное, Сону сейчас уберу. Поставлю вместо нее Джина. Все-таки это будет синергия снайперов. Плюс сам по себе Джин будет снижать броню и сопротивление на 10%. Думаю, это нормас. Не, ну, кстати, вот эта вот агментация тропа войны, она хорошая. Я не думал, что она такие прям хорошие плюшки дает. Топчик. Берите тоже на вооружение ее. Опа! Ну, 2 звезды. Отлично. Все. Так, в Нуну предметы закидываем. Так, что мне делать с Соной все-таки? Оставить ее или еще не оставить? Лучше Джина поставить. Ладно, поставлю Джина. Я уверен, что так будет намного-намного сильнее. Так, кстати, смотрите. С вот этим вот заданием бога Аурелион Соло, когда пройдет 8 раундов, у меня же и статы намного больше будут. Потому что Раст за каждую не уникальную синергию дает бонус. 2 брони и сопротивление, плюс скорость атаки 2%. Да, это нормальные такие статы у меня будут. Охренеть. Четко. Мне нравится. Не, ну у меня очень сильно. Очень сильно. Осталось, по сути, 3 раунда. И через 3 раунда у меня будет что? Правильно. Все неуникальные особенности. Плюс 1. Так, ну я буду брать облачение духов. В Нуну закину. И идем в уровень. Все. Все. Тупо идем в уровень. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Не, на самом деле мне хорошо пошло. Кто бы что ни говорил, но мне очень хорошо пошло. Пошла вода горячая. Так, типочек. Вот тут странный у него билд вообще. Он через талона пытается играть. Но, блин, талон слабый какой-то. Ну, я бы не играл на его месте. Тем более, когда он прыгнул в задние ряды и сдох от моего Кири. Гениально. Да, хорошо себя чувствую. Все, -1. А интересно, а вот эта вот аугментация тропа войны дважды сработать может, если я 2 раза нанесу там, ну, 160 урона суммарно нанесу, я получу 2 раза награду или только 1 раз? Мне кажется, она 1 раз срабатывает. Но вдруг кто шарит, то напишите в комментарии. Она 1 раз или 2 раза срабатывает? Ну, дефолтная сборка. Ну, тем более... Ну, типа, ну как дефолтная? Она слабая, но каким-то чудом он на первом месте сидит с огромным количеством хп. 65 хп. Но в чем суть? Я-то сейчас усилюсь очень жестко. По сути, после мобов у меня будет +1 ко всем синергиям. Ну, посмотрим. Я думаю, он не выдержит. Он чисто всех переживет, потому что у него огромное количество хп по сравнению с другими. Ну, не учитывая меня. У меня-то 58. Я-то сейчас усилюсь. Я-то сейчас себе снайперов доставлю и буду кайфовать. Буду разрывать. Со снайперами у меня будет дохренище убийственности. Плюс за каждую ячейку плюс убийственность будет расти. Так кайф. Шая, хорошо. Шен 2 звезды. Здорово, Киндред. Вот так вот сделаем. Шен опять. Там, Кинч. Джин, хорошо. Опять Шен. Обалдеть, как мне Шен идет.
Джинф. Отлично. Джинф в 2 звезды. Там Кенч еще бабок подсыпал. А я очень, знаешь, что не понял. А я, кстати, терновый жилет возьму. Чтобы просто сделать себе плотнее стенку и все. Шая идет, хорошо. Я вот сейчас не понял, где моя прибавка к неуникальным особенностям моей сборки. Наверное, на следующем раунде будет. Сейчас посмотрим. По сути, следующий раунд у меня должен быть еще сильнее. Сейчас у меня должны быть прям жесткие бонусы. Опять Шен идет. Не понял. А что-то типа, как бы, ну, демо и усиление. 8 раундов уже ж прошло, не? Не понимаю, что-то. Ладно. Опустим этот момент. Опустим. Ну, тут галактика Грува. Ну, типа стенки пока нет. Типа у него Орн в 2 звезды. Если бы у него Орн был в 3 звезды, Самира в 3 звезды, то у него был бы намного сильнее стол. Но чего нет, того нет, как говорится. Правильно? Правильно. Как же он мало отхиливается из-за того, что у меня красное усиление есть. Но, тем не менее, кстати, галактика Грува этого типа снесла. Норм. Я мог бы вообще в 10 выйти. Спокойно. Еще Джин идет. Обалдеть. Там Кенч. Надо, может, там Кенча соберу в 3 звезды. Шая. Что-то не понял. Где, как бы, усиление от бога? Наверное, вот этот вот раунд, вот там, где, видите, вверху там показывается ромбик. Скорее всего, на этом ромбике у меня и будет усиление. Чпуньк. Не, ну жестко. У меня слишком жестко как-то. Ну давай. Джин идет. Надо было просто тупо в 10 идти. О, все. Божественная благодать пришла ко мне. Ладно, так закину, пусть будет. Все, GG. У меня даже на 1 звездочет больше, чем нужно. Не, ну это жесткий бог. Наваливаем, давай, 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 давай. Не, сейчас нормально такое количество урона. Даже Джин нанес дохренища урона. Это у него еще, скажем так, у этого Джина не такие уж и хорошие предметы. Ярость Кракена, по сути, Джину не надо. Они там друг друга снесли. Я это вот того. Ой, вот это вот голодные игры. Не, ну вот хорошая каточка. Очень хорошая каточка получилась. Очень. Блин, ну кайфули. Я кайфанул от катки, если честно. Очень кайфанул. В общем, ребят. Ну вот такие вот звездочеты. Вот такая вот шая получилась. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.